Мастер-лига, мастер-лига, мастер-лига. Мы все ее так очень сильно ждем, и на самом деле уже трудно даже сказать, какой из режимов игроки ожидают больше всего, кооп или же мастер-лигу. Одни говорят, что кооп не нужен, нужна мастер-лига, кто-то говорит, что мастер-лига не нужна, нужен кооп. И те, и другие будут отчасти правы, но факт остается фактом, этих двух режимов в игре все еще нет, но есть очень даже занимательные слухи касаемо их скорейшего появления, потому что так или иначе, они продолжают мелькать в файлах eFootball. В частности, сегодня предлагаю поговорить о мастер-лиге, новости о которой появились за последнее время и которые мы до сих пор не обсудили. А именно новые кат-сцены, возможная смена названия режима, новые кубки и турниры для мастер-лиги и много-много другое. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и как и всегда в комментариях я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Ну а мы начинаем. Если за неимением интереснейших режимов eFootball вам уже успела поднадоесть эта игра, то у меня есть для вас интересное решение. А именно Equalizer Лига, которая уже вскоре стартует в рамках eFootball 2023. Чем же интересна эта лига, спросите вы? А тем, что вы можете собрать собственный клуб, развивать игроков, заниматься трансферами с живыми людьми, улучшать собственный стадион, а матчи этой лиги будут транслироваться на ютубе, естественно, с живыми комментариями людей. Но и это еще далеко не все. Помимо всего прочего, будет вестись официальная статистика по результативности игроков, будут сборки игроков недели, месяца, ну и так далее. И что не менее важно, эта лига подходит как новичкам, так и опытным игрокам в eFootball, поэтому не стоит сомневаться, подходит ли эта лига для вас. Принять участие в лиге можно будет по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. А если вы просто желаете выступить зрителем этого действия, то ссылки на YouTube канал и группу ВКонтакте также ожидают в описании и в закрепленном комментарии. Equalizer Лига, испытай новые эмоции в eFootball. Первое, с чего мы начнем наше обсуждение, это же, конечно, кат-сцена, неотъемлемая часть данного режима. Всем нам известный мейкер Durandil Pes, покопавшись в файлах игры после обновления до версии 2.5.0, отметил, что в игре появились строчки кода, которые отсылают нас на новые интерьеры, в которых могут происходить кат-сцены, и в общей сложности было добавлено около 15 различных интерьеров для будущих кат-сцен, среди которых отмечаются такие, как больница, тренажерный зал, тренерская и так далее. И если обратиться к прошлому, то это, по сути, подтверждение предыдущей находки, а именно за февраль, когда Durandil Pes также обнаружил упоминание о персонале, которые могут присутствовать в кат-сценах. Тогда он нашел таких персонажей, как директор, ассистент, медицинский персонал, интервьюер и так далее. То есть, опять же, эти персонажи так или иначе, но коррелируются с найденными интерьерами. Что в лишний раз подтверждает, что в eFootball ожидается намного больше кат-сцен, нежели было в 21 части Pro Evolution Soccer. И очевидно, что помимо главного действующего лица в виде вашего тренера, в кат-сценах также будет принимать и различного рода персонажи, которые не факт, что будут с ним взаимодействовать, но скорее всего будут мелькать где-нибудь на фоне. Помимо этого, также Durandil Pes обнаружил новые папки с кат-сценами, которые именуются как выбор игрового стиля. Эти же папки присутствуют и в мобильной версии eFootball 2023. И на самом деле здесь что-либо прокомментировать достаточно сложно, потому что не совсем понятно, что из себя эти кат-сцены будут представлять. Будут ли это кат-сцены, где главный тренер со своим штабом будут обсуждать тот или иной командный стиль, или что-либо другое, непонятно. Помимо кат-сцен в игре также было найдено упоминание новых турниров, которые отсутствовали в игре ранее. И очевидно, что эти самые турниры отсылаются на реально существующие турниры в виде Лиги Конференций и Североамериканской Лиги Чемпионов Кубка CONCACAF. Скорее всего, для онлайна эти турниры никакое значение иметь не будут, но вот именно для офлайна, для мастер-лиги и, возможно, режима Кубки и турниры, эти соревнования имеют самое что ни на есть весомое значение. И вполне вероятно, что вместе с eFootball 2024 в мастер-лиге для игры будут доступны все актуальные Евро и не только кубки. Фейковая Лига Чемпионов, Лига Европы и теперь еще и Лига Конференций. И от прямых находок в файлах игры постепенно переходим к небольшим рассуждениям от нашего инсайдера Ренана Гальвани, который также немножко, но делится какой-то информацией по мастер-лиге. Согласно одному из твитов Ренана Гальвани, смена погоды в eFootball 2023, а уже скорее всего тогда в eFootball 2024, появится не раньше, чем с режимом мастер-лига. То есть погода в игре будет напрямую взаимодействована с этим оффлайн режимом. До него, скорее всего, смена погоды нам в игру не завезут. А уже потом
потом и снег, и дождь, и град с дождем, и град со снегом, и все, что захотите. Я, конечно, утрирую, но вы меня поняли. Также, по словам Гальвани, режим, судя по всему, оставит прежнее название. Если вы помните, еще до релиза eFootball 2022, до версии 0.9.0, когда игру только-только анонсировали, были слухи, что режим сменит свое название. Вместо Мастер-лиги вроде как ожидался режим Академия. И с того момента опровержения и подтверждения этих слухов не было. И вот только недавно Гальвани заявил, что Konami решили оставить прежнее название, как этакий бренд, который напоминал бы игрокам о прошлом. То есть самое, что ни на есть связь с прошлыми играми, с прошлой серией и лишний триггер ностальгии. Будет особенно интересно узнать ваше мнение касаемо смены названия режима. Правильно ли Konami поступили, оставив прежнее название, или же все-таки смена названия помогла бы немножко разнообразить его, вдохнуть какую-то новую жизнь, привлечь новых игроков к этому режиму, я имею в виду мобильных пользователей, и все в этом роде. Отпишите в комментариях. На этом же вся имеющаяся информация касаемо Мастер-лиги подходит к концу. На самом деле, за последние несколько недель или даже за несколько месяцев информация по Мастер-лиге становится все более осязаемой, и это не может не радовать. Надеюсь, что уже вскоре мы дойдем до большей конкретики касаемо даты релиза режима и в целом планов Konami на него. На этом же я с вами прощаюсь, но перед тем, как закончить этот ролик, лишний раз напомню, чтобы вы не забывали поддерживать этот ролик своей активностью в виде лайков и комментариев, поскольку это очень сильно помогает каналу, ну и самим роликам в продвижении. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, дорогие друзья.